Тогда вперед. Тансан так быстро справился с 3 императорами-муравьями. Особенно интересно было наблюдать, как он пользовался своей внешней костью, что достигло божественного уровня. Ее сила и вправду велика, а муравьи, на удивление, оказались невероятно трудными соперниками. Кажется, со своим уровнем Тансан должен был победить за пару ударов, но даже трезубец морского бога не смог пробить их защиту. Сколько же еще сильных зверей скрывается в Великом Звездном лесу? Согласно оригиналу, 3 15-тонных императора муравьев обладали 3 сильнейшими способностями, а именно силой, защитой и скоростью. И даже без атакующих навыков, опираясь на эти 3 характеристики, они были практически непобедимы. Этим муравьям абсолютно нипочем любые физические атаки. Полагаясь на свой прочный панцирь, они игнорировали любой урон. Но золотые нити Тансана можно было причислить к энергетическим атакам, а не физическим. Вырваться из их пут было чрезвычайно сложно. Они также обладали дренажным эффектом и эффектом разъедающего токсина. Это и стало причиной поражения 3 братьев-муравьев. Победив их, Тансан начал поглощение колец. Однако, когда он призвал одно черное кольцо, внезапно все 3 двинулись в сторону молота чистого неба. Тансан понял причину. Сейчас у него уже было 14 духовных колец, поэтому его тяга к духовным кольцам была огромной. Если добавить, что молот чистого неба также обладал техникой Великого Сумеру, то сам по себе он был необычайно властным. 3 тела муравьев были очень близко, и все кольца отреагировали на властную силу молота чистого неба Тансана. Под абсолютным подавлением они одновременно полетели к нему. Тансан, конечно же, решил не отказываться от столь хороших колец, и решил пойти на риск, поглотив сразу 3 кольца. Для обычных мастеров это в принципе было невозможно. Лишь у тех, кто имел 2 духа, была такая возможность. Но учитывая огромный риск, никто никогда не пытался такое делать. Тансан внезапно столкнулся с очень трудным решением. Ему было неизвестно, что произойдет при поглощении 3 духовных колец одновременно. Тансан яростно стиснул зубы и начал поглощение. Он подумал, что с его полубожественным телом не стоит бояться 3 духовных колец, которые даже не достигли возраста 100 тысяч лет. В тот момент, когда эти 3 кольца накрыли молот, Тансан почувствовал взрыв, невероятную волну энергии, ударившую в его тело. Черный молот внезапно стал полностью красным, как раскаленное клеймо. Интенсивные колебания энергии заставляли землю вокруг Тансана раскалываться. Процесс поглощения колец стал перековкой духа. Если бы это был дух чуть более низкого качества, то, что делал Тансан, могло бы привести к коллапсу духа. Но молот чистого неба был другим, сильнейший дух в мире. Под этими энергетическими ударами, хотя он и стал полностью огненно-красным, он продолжал принимать энергию 3 колец муравьев, а 5 колец, что уже были на его втором духе, излучали свет, который защищал Тансана. Какими бы огромными ни были удары 3 энергий, они были подавлены и не могли покинуть молот, и уж тем более не могли его сломать. Тем временем сфера бога смерти, высеченная на молоте чистого неба, излучала кроваво-красный свет. Мощное убийственное намерение слилось с подавляющей силой молота чистого неба. Только объединив вместе свой молот, сферу и 5 колец, Тансан смог полностью подавить 3 новых духовных кольца. Молот был в порядке, но Тансан столкнулся с большой проблемой. Энергия новых колец стала рассеивать его внутреннюю силу таинственного небесного навыка. У Тансана потемнело в глазах, он почти потерял сознание от удара. Крепко сжав зубы, Тансан яростно взревел, выплюнув полный рот кровавого тумана. Сейчас ему бы очень помогла сфера сине-серебряного императора, и навык «Все реки впадают в море». Но он не мог ее использовать, поскольку выпустил дух молота чистого неба. Тансан делал все, что мог, его левая рука давила на сердце, собирая таинственный небесный навык, чтобы защитить свои меридианы. А правая рука сжимала трезубец, используя свет морского бога. Между тем, 8 паучьих копий на его спине полностью вытянулись. В этой тяжелой ситуации Тансан использовал все возможное, чтобы справиться с 3 кольцами. Его тело стало полем битвы. Энергия 3 духовных колец могла легко разрушить его меридианы. Каждый сосуд был расширен до предела. Сильное давление заставляло кровь Тансана ускоряться в 10 раз. Его сердце силой билось, чтобы принять поток. В его сердце появилась упрямая убежденность и невероятная настойчивость. Именно в этот момент Тансан внезапно понял истинную сущность Великого Молота Сумеру, а также понял, как Танхао мог всех побеждать. Она заключалась в следующем. Есть только одна уверенность – победа. Перед Великим Молотом Сумеру не было могущественных врагов, только враги, которых еще предстоит разбить. Чрезвычайно упрямая убежденность и агрессивная одержимость в победе до конца. Таков настоящий Молот Сумеру. От ударов Тансан истекал кровью, его артерии и вены рвались, но его не волновали повреждения. Он собирал всю свою силу для второго удара. Можно точно сказать, что поглощение 3 колец муравьев было намного сложнее самой битвы с ними. В итоге Тансан смог превратить черные кольца муравьев 90 тысяч лет в красные. Да, они станут еще сильнее.
После этого Тансана ждет встреча с Тянь Ринсюэ, и скорее всего это будет частью 9-го испытания, поскольку еще не было показано, как она стала богиней. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, насколько же сильным станет Тансан, добавив сразу 3 кольца на молот. Теперь у него будет 8 колец. Подписывайтесь на канал и всем пока.